Вот так вот пытаемся снять видео. Сейчас я встретилась с Аней, которая уже 6 лет живет в азиатских странах. Я ничего не путаю? Да, верно. Расскажи, где ты вообще жила? Давай сначала. Ну, во-первых, всем привет. Меня зовут Аня. Мы начинали свой путь с Таиланда, с острова Самуи. Потом у нас были Бали немножко, полгода Шри-Ланки. Потом мы застряли на 3 года на Филиппинах и влюбились в эту страну. И сейчас, побывав еще раз в Таиланде, во Вьетнаме, вернулись снова на Филиппины. Любим всей душой. Расскажи, как спланировать путешествие на Боракай? Вот мы сейчас находимся на Боракае, поэтому больше поговорим, наверное, про этот остров, там, где вы, мне кажется, провели больше всего времени, Да, правильно? Да. Ну, давайте начнем с того, что нужна виза в страну, да, для тех граждан Украины, Беларуси. Для России, Казахстана не нужна виза. Если мы говорим про март этого года, проверяйте, пожалуйста, актуальную информацию на сайте etravel.gov.ph. Тома сделает такую ссылочку, да. На Филиппинах все еще в марте действуют ковидные правила. Вы должны предоставить либо сертификат о вакцинации, либо сдать антиген-тест, не ПЦР, антиген. Слушай, а вот такой популярный вопрос. Подходит ли старая вакцина? Да, и спутник В подходит, и старая вакцина подходит, срока давности у сертификата нет. Ну, отлично. Да. Так, а как добраться до Боракая? Ну, на самом деле, в точке входа на Филиппины их 2. Это Манила и Сибу. И дальше вы уже просто летите еще 1 часовой рейс до Катиклана. Если вам видно сейчас, вот там вот земля, это остров Панай. И там как раз Катиклан и аэропорт. Оттуда ходит паромчик, лодочка буквально 5 минут идет. Круглосуточно, очень часто спрашивают, Да, если я даже ночью мы не прилечу. знали, Да. и я боялась, что мы не успеем тогда на Они паром. ходят круглосуточно по мере наполнения, то есть точно будете доставлены куда вам надо. С трансфером тоже никаких сложностей. В аэропорту на выбор хоть трициклы, хоть организованный трансфер, когда за вас донесут все. Но есть еще нюанс. Для въезда на Боракай требуется обязательно бронь отеля хотя бы на сутки на острове. И оплатить еще 3 разных пошлины. Это так интересно. Ты приходишь в порт, и у тебя там 3 окошка. То есть ты даже не в одном окошке платишь, а такое ощущение, что они заботятся, не знаю, трудозагрузки людей. Не знаю, мне, знаешь, больше кажется, что, знаешь, в разные эти идет, как это, government, муниципалитеты, ну, да. может быть. Один, значит, на Панай, другой на Боракай. Но у меня ощущение, что они просто создают рабочие места таким образом побольше, знаешь. Да. Ну, в общем, 500 песо и того налогов вы заплатите для того, чтобы заехать на Боракай. И если вы вдруг с острова поедете на другие экскурсии, которые, например, на Панае, на Гигантес, я уверена, Тома вам покажет Гигантес, вы, когда вернетесь на Боракай, вам снова придется эти фи платить. Да, но надо отметить, что эти фи не только на Боракае, они вообще практически на каждом острове. На многих, да. На многих островах это есть, поэтому не удивляйтесь, да, вот. Но, возможно, это действительно идет на благоустройство муниципалитетов. Да? Будем на это надеяться. Так, Аня, поделись бюджетным вариантом или способом, как добраться на Боракай. Если вы хотите сразу просто после самолета в водичку, то вот для вас есть вариант, это паром. Надо добраться до Батангаса. Это от Манилы, может быть, еще 2 часа, может, чуть побольше с пробками. И паром 10-12 часов идет до Катиклана как раз-таки. Какие преимущества долгого проживания на Филиппинах перед другими странами, в которых ты жила? Я имею в виду Таиланд, Таиланд, Бали, Шри-Ланка. Но помимо вот этой вот всей невероятной красоты, это очень позитивные люди. Когда говорят, что тайцы улыбаки, мне кажется, вы еще просто не были на Филиппинах. Филиппинцы просто невероятные душки. Во-вторых, они говорят на английском, в большей своей части образованное население говорит сносно на английском языке. И, конечно, для нас, тех, кто хочет пожить в лете у морюшка, самый главный плюс Филиппин – это их визовая политика. Давайте, внимание, граждане России и других безвизовых стран могут приехать по безвизовому штампику и дальше уже здесь, на месте, просто обратиться в иммиграционный офис. Не надо никаких бумаг, никаких обоснований. Просто приходите с паспортом, с денежкой и продляетесь. И так можно продлять свою визу, штампик въездной, да, до 3 лет, находясь в стране, без выезда. Это же просто невероятно. Но граждане визовых стран могут так делать до 2 лет, находясь здесь без выезда. Так что пользуйтесь, переезжайте, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью у морюшка. Так, а если переезжать, то вообще с чего начать этот процесс переезда? Какая информация для этого нужна?
Ну смотри, я могу сказать нескромно, что мы наделали очень много ошибок, когда переезжали в разные страны, в том числе на Филиппины. Мы прожили на Филиппинах больше 3 лет и написали потрясающий гайд для тех, кто именно хочет позимовать, пожить какое-то время в этой стране. Там подняли все вопросы от поиска жилья, транспорта, как раз-таки все документация, как продлиться, сколько это стоит и так далее. От детского сада до медицины, расценки на все очень подробно можно посмотреть на сайте нашего гайда и приобрести его. А если заказать тебя консультацию, такое возможно или нет? Конечно, я могу проконсультировать, но платно. И по построению маршрута по Филиппинам в целом, и по переезду в эту страну. Все контакты Ани будут в описании под видеороликом. Также у Ани есть свой YouTube-канал, они ведут вместе с мужем, с Женей. Да, вот. Стримим с Боракая. Поэтому обязательно подписывайтесь. Лично я, скажу тебе честно, когда мы планировали маршрут по Филиппинам, я первое, что сделала, когда поняла, что мы поедем на Филиппины, купив билеты, я зашла в твой инстаграм, просто до самого начала пролистала и каждый пост внимательно читала, потом изучила все твои Кружочки, сторис, да. вечные сторис. Потому что я понимала, что одно дело прочитать информацию, другое дело это увидеть у человека, который уже здесь длительное время, поэтому это очень полезно. Уверена, в гайде тоже много полезной информации, потому что я видела, что у тебя там просто уже миллион отзывов на эти гайды. Ребята, приобретайте. Мы его регулярно обновляем, там 70 с лишним страниц пользы. Если будут еще какие-то новые продукты у Ани, мы тоже вас оповестим, поэтому следите. Так, а мы продолжим наш разговор про Филиппины. Так, друзья, мы хотим поговорить про сезоны именно на Боракае, потому что на Филиппинских островах, как мы знаем, везде отличаются сезоны. Это верно. Что по Боракаю? Ну вот видите, сзади нас зеленое море. Оно не всегда такое, есть сезон цветения, примерно с января по апрель. Это не значит, что все 4 месяца море цветет, но вот в это время может зацветать, уходить, зелень приходить, вот как сегодня, например. Ну вот по нашему опыту, да, придешь, вроде чистое море, особенно наш. Потом ближе уже к отливу, наверное, да, уже больше зелени виднеется. Поэтому главное не лениться, не цветет весь пляж целиком. Гуляйте. Вот мы только что снимали предыдущие кадры где-то метров 500, и там была чистейшая вода. А во-вторых, есть 2 пляжа, которые вообще не цветут. Это Пукашел-Бич и Илик-Илиган. Ездите туда, наслаждайтесь чистой водой. Так, а что по другим сезонам? Вот ты говорила, что цветет, получается, с декабря по апрель. С января по апрель. Январь по апрель, ага. Есть еще сезон, когда на остров, на эту сторону приходит ветер. И Вайт-Бич становится с большими волнами, песок летит от ветра, отели, кафешки закрываются такими большими, как сказать, я не знаю. Заборами. Заборами из пластика и бамбука. Это выглядит не симпатично, поэтому этот сезон примерно с июня по октябрь. Ветер, когда на Вайт-Бич. Наверное, не очень красиво приезжать в это время. Так, а тайфуны здесь бывают, как на Сиаргао? Тайфуны очень редки для этой части, потому что это центр Филиппин. И сюда тайфуны, если заходят, ну это прям очень редко. Но сезон тайфунов это примерно с конца лета до января включительно. А вот в этот не сезон бывает дожди? Ну вот с июня по Чем октябрь. классно на Филиппинах, тут нет такого сезона дождей, как в Тае или на Бали, когда месяцами просто льет или неделями. Это может произойти, если только какая-то тропическая депрессия, тайфунчик, да, надвигается. Но я еще на Сиаргао не была. Ну вот, а здесь это редкость все-таки. Так, ну и когда лучше нам приезжать на Боракай? Круглый год. Ну реально, я не знаю. Сейчас вот наступает лето, да, самый жаркий сезон, сухой однозначно. Поэтому приезжать, получается, в марте, да? Да всегда можно приезжать, мне кажется. Потому что есть пляжи, которые не цветут, дождей проливных месяцами нет. В общем... Ну даже по Вайт-Бич можно прогуляться и найти чистое местечко. Да. Аня, куда обращаться за первой помощью, если что-то вдруг случилось у туристов? Ну вот есть один из госпиталей, у них есть emergency, естественно, но надо сказать вам честно, что здесь они не проводят никаких сложных операций, и порой даже там сложное УЗИ какое-то невозможно сделать, вас, скорее всего, отвезут в Панай. Поэтому страховку обязательно, это все будет стоить денег. Слушай, я даже читала историю, как тебе как-то прописали какое-то средство, которое для собак, да? Это было в ковид. О, это жуткая история. Я где-то подцепила, короче, штуку, я же зачесалась сейчас. Короче, она под кожу залазит,
личинка такая, и начинает там грызть себе ход. Короче, и от нее дают обыкновенный амбендазол, по-моему, называется. Но на острове в ковид не было этого лекарства именно в форме для людей. Вещество-то то же самое, но мне говорят, вот тебе там бутылка, на ней собачья морда, амбендазол, иди пей. Я была в ужасе, но пришлось пить. Помогло. Все, личинки нет. Личинка сдохла. Ну вот, ребят, знаете, да, что все-таки здесь можно получить какую-то первую помощь хотя бы. Можно, конечно. Есть еще 2 кабинета, которые просто, типа, знаете, как приемный пункт. Вот такая комнатка, там какой-то анализ сдать, давление померить, может быть, ранку зашить, иголку от ежа выковырить. Вот такие услуги. Сейчас мы пришли к Демолу, находимся рядом с ним. Здесь знаменитая кафешка Макдональдс. Также есть еще на острове Джолиби. Здесь у нас продают стритфуд. Здесь манго, уже почищенная, нарезанная, соусом и солью. Здесь жареные бананчики, либо бананчики во фритюре. Ты знаешь, что вот это вот к манго зеленому подают? Нет, говори. Это вот shrimp paste. Креветочная паста, ферментированная креветка. Воняет. Ну, типа как рыбный соус, знаешь? Блин, открой я вонюху. Я не думаю, что они сильно обидятся. Не обидится. Знаешь, это как чипсы, вот эти вот, знаешь, с крабом. Да, есть такое. Один в один такой же вкус. Вот они это едят с зеленым манго. А сколько, кстати, стоят здесь вот эти вот бананчики и... 20-30, как скажут. Налог на белое лицо никто не отменял. вот такие вот, знаешь, вот эти вот маленькие вот эти спрингроллы, ну, они по 10 примерно там на других островах стоят. Про активности на Боракай, что здесь популярно? В общем, на каждом углу вы можете встретить вот такие вот презентации, плакатики. И, в общем, тут развлечения а-ля Сочи. Можно на банане, на всяких там парасейлах полетать. Я рекомендую тем, кто не дайвер профессиональный, попробовать вот это погружение, helmet дайвинг. Ты же будешь показывать потом? Да, уже. Ну вот, да. Соответственно, я первый раз погружалась. Для тех, кто боится, это просто такой шлем с кислородом. На 5 метров всего. И там классные, короче, кораллы, рыбки Немо плавают. Вот, ну, есть, конечно, и просто дайвинг. Популярное развлечение на лодочках покататься на закате. Ну и экскурсии вокруг острова, на соседние острова. Баги покататься. Хеликоптер для богатых. Слушай, а где лучше всего пофоткаться на прозрачном каяке? Ну, слушай, это зависит от того, что ты хочешь. Если ты хочешь просто красивую фотку, пожалуйста, хоть на White Beach. Но если ты хочешь полюбоваться, что на дне еще красивые кораллы, тогда, конечно, на Пука Бич лучше. Там дно красивое, все, яркие кораллы. Аня порекомендовала попробовать мороженое авокадо. Я все проходила мимо этой палатки, но так его и не пробовала. Поэтому сейчас исправим эту ошибку. Она похожа на рожок из Макдональдса. Стоит 45 песо, самая дешевая. Еще есть манго, да, и еще есть какие-то всякие дополнительные опции к этому мороженому. Ну, попробуем самое классическое. Похоже, знаешь, что реально как мороженое из Макдональдса. Ну, такое ванильное, но вот прям легкий вкус чувствуется авокадо. На текстуре именно похож еще. Да нет, вполне очень вкусно, за 45 песо. Проходим сейчас мимо интересного магазинчика, где можно приобрести кораблик парусный, лодочку. Так, получилось открыть? Closed Monday, сегодня Monday. Блин, ну мы везунчики. Ну очень красивые. Можно еще, это знаешь, это как лодочки, да, на которых ездят встречать рассвет. За 1000 песо. Ой, очень красиво. А еще можно свои фотографии там сделать. Да. Я когда спрашивала Аню, что он может порекомендовать по сувенирам, что можно приобрести на Боракае. Если вы не хотите открывашки в виде деревянной писи, то лучше за боракайским ромом, точнее филиппинским ромом. Самый хороший ром Дон Папа, но я его почему-то не вижу. Дон Папа? Да что ж такое? Что-то мы сегодня везде ходим, Да. да, и не видим этого рома. Ну вот есть Боракай ром, но он не так, только ради красивой этикетки. Сувенирный, да, больше? Да. А что ты скажешь насчет Тандуай? Там давай самый дешевый ром. Его, в принципе, можно взять. Но это, знаете, когда вы не очень сильно любите того, кому вы везете этот сувенир. Потому что настоящий, хороший ром Дон Папа стоит 2500. Этот стоит
Ну, это премиум. 100, 200, там, 400. Наши поиски увенчались успехом. Да, 4800 песо. Переведешь потом, сколько стоит? То есть уже, а вот это УД 500? Это 4800. Есть еще другой вид. То есть там же от выдержки всё, зависит, всё понятно. сколько Ага, лет окей. ему. Я просто думала, что цена за дорогой так изменилась. Но это того стоит. Это очень вкусно. Так, друзья, мы на небольшой фруктовой палаточке. Аня, которая подошла что-то. При нас, да? Да, вдруг один кусочек она, знаешь, такая. Пойдем, зайдем, посмотрим. Пойдем. Там, правда, темно, наверное. Вот такая вот красота. Сколько средняя стоимость дуриана на острове? Ну, вообще 150 нормальная цена за килограмм, но сейчас уже по 200 предлагают. Мы за 160 купили. Кстати, а какие вообще фрукты популярны здесь на Боракае больше всего? Да, мне кажется, всегда есть ананас и манго, арбузики, а все остальное уже по сезону. Экипировались. Открываем аккуратненько. Ребят, это надо есть сразу, как открыли. Тогда он вообще не пахнет, не бойтесь. Да, но если он вдруг большой, и вы решите его положить в холодильник, то значит, что через час у вас вся квартира будет пахнуть дурианом жестко. Замораживайте дуриан, если его много, и потом просто не размораживая, как мороженое кушайте, он сохраняет весь вкус, аромат. Ты знаешь, что на острове Ява как раз таки в кафе в качестве десерта подают замороженный дуриан? Нет. Очень прикольно. Пишите в комментариях, ели ли вы дуриан, как вам запах, как вам вкус. На острове распространены рестораны с морепродуктами. Из выбора ванголи, морские гребешки, лобстеры, различная рыбка. Как сказала Аня, это называется лапы-лапы, да? Огромные креветки и кальмарчики. Ага, красивые. Это каракатица. Нет? Lobster, it's good. Кальмары и каракатицы отличаются. Я не знаю. Он сейчас мне показывает. Yeah. Окей. And how much for one? I don't know here. Окей, окей. Например, вот 200 грамм креветок с маслом и гарликом, с чесночком, да? Криспи пата, это свиная ножка. И 2 чашки риса. 250 песо. Это креветки, да, получается? Креветки и свинина. О, смотри, какая тарелка. 1 килограмм кальмаров, эти ракушки различные, свинина, креветки, рыба лапу-лапу и 10 этих тарелок риса. 5900 песо. Это не наша компания, да. Аня, расскажи, какую кухню здесь любят местные? Если это можно назвать высокой кухней. Это шпажки всевозможные. Пойдем поближе посмотрим. Надо сказать, что они в них практически везде, но сейчас мы искали долго. Здесь есть кальмарчики. Сейчас нам покажут. No, I just want to... Тут, короче, свинина с жиром. Тут что-то еще. Непонятно, наверное, желудочки или кишки какие-то. Это куриные кишки, я их сейчас буду. Ты будешь прямо куриные кишки? Конечно. Я даже это на телефон сниму. Рядом сувениры различные. Да, красивенько. Переливается классно. Я еще видела да? такой коричневый где-то. А вот, наверное, такой же. Нет, знаешь, такой не матовый был. Ну, прикольные они, да. Jinjuma bracelet, real stone. Давай, пробуй. Это Ну деликатес. что, это у нас куриные кишочки. Если честно, по вкусу это просто печень. Ну, кишки. Вы же, когда сосиски едите, они часто натуральные оболочки из кишков. Ну, видимо, это не даже вкуснее, чем местные сосиски, да? Топ-5 мест твоих любимых, где можно очень вкусно покушать. Ну, на фоне одного из них мы стоим, Трухом. Здесь классный такой микс разных кухонь Азии. Очень люблю это заведение. Еще есть суши классные, Цукиджи Кен. Тай Бейзил, тайская кухня, ресторан, там том-ям, все прям настоящие ингредиенты, как положено. И Лос Индес Бравос, там, если кто любит пиво, пиццу, в общем, очень интересные сочетания можно найти, вкусовые. И последний, я забыла, Тома. Но не помню. Да, Нонис это вообще must visit, это, по-моему, №1 заведение здесь. Европейская такая прям кафешка, очень-очень. Камбуча, все дела.
Но другие места, в которые вы можете вкусно поужинать, смотрите в наших прошлых выпусках, все как обычно. Спасибо, Аня, тебе за интервью. Спасибо, что провела со мной сегодня этот день и даже еще другие дни, когда мы встречались очень с много тобой. вместе Да. провели. Мы не показывали этого на видео, но это было здорово. Ну что, встретимся через 4 года? Где-нибудь на другом краю земного Просто шара. мы до этого с Аней встречались 4 года назад на Шри-Ланке, там познакомились, потом друг с другом долго следили за социальными сетями, за вашими передвижениями мы следили, да вы, видимо, наверное, за нашими. Так что Вот делайте поэтому. ставки в комментах, где мы теперь встретимся. Неплохо. Все, попрощались мы с Аней. Благодарны ей за ту информацию, которую она рассказала вам, потому что одно дело обозревать, знаете, с нашего взгляда, другое дело это со стороны человека, который провел долгое время на Боракае. Сейчас я встречусь с Кириллом. Мы договорились с ним встретиться в новом открывшемся кафе, которое называется Smooth. Буквально недельку назад мы узнали, что они открылись. Я уже попробовала там кофе и решила, что мы сейчас там немножко перекусим. Кирилл меня уже ждет в этом кафе. Smooth кафе называется. Привет, привет. Привет, Гулена. Добро пожаловать в прекрасное место. Я смотрю, ты уже напиточек заказал. Очень вкусный, насыщенный смузи. Кстати, сюда не добавляют ни молока, ни йогурт. Это, вот, знаете, чистые фрукты. Представляете, ребята, мы заказали необычный хумус из свеклы. Раньше я такого вообще никогда не видела. Да тем более на Филиппинах, где свекла – это редкий овощ. Подается с хрустящим хлебушком. Это очень вкусно. Похоже просто на паштет из свеклы с небольшим добавлением чесночка. Ребята, поскольку я люблю и свеклу, и хумус, я думаю, это блюдо должно мне очень сильно понравиться. Берем хлебушек. Необычное сочетание, до этого я не пробовал никогда хумус и свеклы, но по вкусу очень нежная текстура, великолепное блюдо и хрустящий хлебушек. Еще мы взяли себе сэндвич с индейкой. Подается он с салатиком, с картошечкой. Кстати, очень-очень вкусный, солененькая и очень нежная картошечка. Но главное здесь все-таки сэндвич с индейкой. Ну как он выглядит? Небольшой слайс индейки, потом сам, собственно говоря, яйцо и что-то еще интересное, похожее на джем. Давайте попробуем. Не знаю, что это. Это, по-моему, клюквенный какой-то соус или что-то такое. Необычное сочетание. Очень похож на, ну, что-то типа сыр с плесенью, да? Такой дорблю какой-то, улучшенный вариант дорблю. Пробую яйца пашот на вафельке. Вафля, посмотрите, какая здесь вкусная. Нежный кусочек бекончика, зеленюшка. Ну, это вкусно. Яйца идеально сваренные в пашот. Рукола. Ну, а кофе здесь просто божественный. Очень много видов здесь. Я взяла карамельный макиато, и он, конечно, очень достойный. В этом ресторане вафли считаются как фирменное блюдо. Там большое множество различных вафель, то есть у нас с яйцом пашот, есть еще порядка 6-7 вариантов, поэтому на ваш выбор и вкус. Давайте попробуем. Отрезал, а сейчас просто возьму руками. Вкусненько. Там помимо яйца, что там еще? Что-то вроде хамона, да? Такая там. Ну, типа как бекончик такой, знаешь, Да. нежный. Действительно похожий немного на хамон. Ну да, немного овощей. Ну и в целом, поэтому это блюдо называется вафля с яйцом Бенедикт. Ну а если добавлять об этом ресторане, можно сказать, что блюдо здесь стоит порядка 400 песо за основные, но
хумус со свеклой 250 песо, напитки около 200 песо за смузи. Все было очень вкусно. Ребята только строятся, еще открывается скоро 2-й этаж, поэтому будете на первой станции в Боракае, обязательно сюда заглядывайте. Любые вопросы всегда пишите нам в комментариях под видео. До новых встреч, ребята. Всем пока. Всем пока, друзья. Еще скоро увидимся.